Иван работает, делает себе для уликов. Это у нас был грузовой, как его, прицеп. Иван его переделывает для уликов. Очень удобно, УАЗиком подцепил его. Для этого у него и УАЗик, чтобы машины никакие не нанимать, никого не просить. Подцепил и поехал. Вернулся, подцепил, опять поехал. Да? Да. На улице лето. Вот просто лето. Оценки, которые принес сегодня Максим. Максима, правда, немножечко, совсем чуть-чуть хромает почерк. Совсем, прям чуть-чуть хромает на 2 ноги. Английский на понедельник поставил. Дима, оценки сегодняшние. Так, сегодня почем? По чтению. Физра, ну понятно. В понедельник по чтению. Потом физра опять 5. И английский. Ну, здорово. То есть, получается, ты за 2 дня получил 4 пятерки и 1 четверка. Ну, давай посмотрим сюда. Ладно. Сюда немножечко идет 5, 5, 4, 5, 4. Вы не желаете свой дневничок показать? Вот. Ну, правильно. Ну, у Максима все понятно, как Снежана сказала. У Максима всегда пятерки. А еще зачем? 4 по английскому. Ты что, хорошист по английскому? Конечно. 11 по 5. Математика 5. Да у тебя была бы 5, если бы ты серьезней. Английский 4 на каждом уроке она тебе ставит, да? Математика 5 и математика 5. Ну, ты был всегда великим математиком. Ты бы был отличником, если бы ты работал над почерком. Да. Ты принес проверять, да? Вы что, дамочка? Мы хотели спросить, краткая запись это дано у них? Ну да. Ну да, тогда все правильно написала. Все делают уроки, все стоят в очереди, там очередь сидит. Василиса прячется. Аню-то учит, что такое прилагательное, да, доченька? Василиса ждет очереди. Мама, задай мне любой вопрос. Любой? Только одно слово. Сколько на Луне звезд? Не, Ян, ты сегодня мне задал. Какой? Чтобы она, ну, например, зеленый. Какой зеленый? Понятно. Тебе нужны прилагательные. Спроси какой-то. Фиолетовый. Какой фиолетовый? Серо-буро-малиновое яблоко. Какое? Какое? Молодец. Голубой пиджак. Какой? Голубая глина. Какая? Голубенький пиджак. Какой? Какой? Ну, молодец. Хорошенький. Хорошенький зайчик. Какой? Хорошенький. Хорошенький. А зайчик на какой вопрос отвечает? Кто? Кто? Зайчик. Молодец. Молодец. Камнями. Чем? Так. Фиолетовыми. Как обычно, во все выходные дни идет подготовка к школе. Взрослые парни все себе сами все наглаживают, все делают. Ну, Максим, Костя, Ванечка, это, конечно, подготавливать обязательно, потому что все-таки еще они настолько не смогут. Ну, по крайней мере, я хочу еще за ними ухаживать и все делать. Взрослые парни уже гладят себе сами. Но что же делает Снежана в этот момент? Остановиться никак не может. Мы сегодня ездили на бальные танцы. Снежана с Костей записались на бальные танцы. И как мы приехали, так она остановиться до сих пор и не может. Репетирует, включила по ноутбуку
танцы, пляшет. Ну, все рядом со мной, как обычно. То есть я глажу, тут же все спрашивают. То есть всем детям, наверное, как и у всех мам, все знают, что все хотят быть всегда рядом. Но про бальные танцы, конечно, это интересно. Получится, не получится. Главное, что график у этих бальных танцев как раз нас не озадачивает. То есть суббота и понедельник. Это те дни, понедельник вообще вечер, когда у нас ничего нету. Ну и вот она пляшет. Так она заразила Костю этим. Костя тоже пляшет. После первых занятий остановиться не может. И Максим проявляет огромный интерес. Максимкино белье погладила уже, штанишки и рубашку белую. И он быстренько забрал, понес в свой шифонер. У нас, кстати, часто спрашивали, куда дети вешают белье. У парней в своей комнате свой шифонер. У девочек целая гардеробная. Еще в коридоре идут шкафы. Но там в основном такое лежит все. Верхняя одежда, уличная одежда, сумки какие-то и все остальное. То есть шкафов у нас достаточно. Хоть и дом с виду кажется маленький, но вещи все разложены. Костя принес свои штаны, как раз там девочки ему сняли, чтобы я сразу все погладила, чтобы все дети пошли в школу. На последний день желательно ничего не оставлять, и мы стараемся ничего никогда не оставлять. Сегодня я хочу поделиться. Совсем недавно нам пришел комментарий. Мне пришло сообщение на WhatsApp от женщины с Москвы. Я не буду называть ни имя, потому что она хотела остаться в тени. Но я не могу не прочитать это сообщение. Светлана, я вам перевела девочкам на их девичьи секретики и на интересную умную книгу. К сожалению, умную книгу, которая называется «Самая мелкая мелочь», автор Староженко. Найти не могу. Я еще в книжный съезжу, посмотрю. Ну а на девичьи секретики мы их даже приобрели. И вот этот вот мой дневник эмоций, это вы нам порекомендовали, вы мне порекомендовали. И я посмотрела и его купила. Он состоит из 3 томов. Последний том самый толстый. Но эта книга получается для самой взрослой дочери. То есть видно, что книга уже для взрослых. Если эти, которые я буду позже показывать, более красочные книги, то это уже для взрослой девочки или для парня. Здесь интересно мой дневник, мои правила. Чувствуй, что хочешь, пиши, что хочешь, рисуй, что хочешь, желай, что хочешь. Ну да, это нормально, потому что это личная книга, личный дневник. И интересно, что мне здесь нравится. Здесь ребенок, он прям каждый день может размышлять сам с собой. Вот, допустим, это же дневник эмоций. Вот здесь написано: «Мне становится легко, когда...» написать, если, ну, либо еще что-то дополнительное. Здесь, допустим, такая иллюстрация, нарисована человек в кофте, в полосатой. И тут написано «самые светлые и темные полосы моей жизни». То есть ребенок пишет, когда светлые. Светлая полоса – это хорошее и приятное событие. Темная полоса – нехорошее и неприятное событие. То есть ребенку подсказывают. То есть здесь полностью ребенок может изливать свои чувства. 2 том пошел. Здесь идет каждый момент. Я переживаю эмоции и чувства. Я ощущаю их в своем теле. Какие ощущения, переживания мне знакомы. И ребенок здесь должен вписывать радость,
веселюсь, когда чувствую любовь, когда смеюсь, когда чувствую вину, когда стыжусь или смущаюсь. Ну, то есть довольно-таки интересный, взрослый, да, здесь вот весы нарисованы. Что меня радует, что меня расстраивает. Сейчас одену. Вот так вот. Девочки, это не реклама. Я просто очень хотела поделиться. Одна из наших подписчиц перевела деньги для того, чтобы мы это приобрели для девчонок. И я рассказываю, может быть, кому-то вам тоже понадобится. Также вот этот дневник, это дочери 14 лет, а это он на иллюстрации, мы на Валбере заказывали, он так мощно смотрится. А когда я его получила, я даже расстроилась. А потом, когда я посмотрела, я обрадовалась. Мне он понравился. Это мы подарим следующей дочери, которая по возрасту идет 11 лет. Здесь, что интересно, мой личный дневник с наклейками. Но здесь тоже он поярче, но он тоже для взрослого. Близкие называют меня. То есть здесь о себе полностью. Даже девиз напишет. Здесь какая я о себе расскажет. Здесь от этих качеств я хотела бы избавиться. Черты моего характера, мой секрет, да? Наши традиции в семье, моя любимая семья. То есть этот дневник даже побуждает подумать о нас. То есть такой интересный, это вот для дочери. Вообще мне вот этот очень понравился. Этот уже точно для взрослой дочери или для взрослых парней. А это вот именно, вообще, я бы его всем купила. И Снежане, и Анюте. Но девчонкам маленьким я не понимала и заказала вот такие. Дневник моих тайн и секретов. Здесь идут с наклейками тоже. Тоже они все рассказывают. Фамилия, цвет волос, счастье. То есть для первого раза им будет хорошо. День недели, игры, праздники, цветы, предметы в школе, музыка в душе. То есть могут рассказать о себе. Часто же что-то напевают, ходят. Тут тесты разные устраиваются. Ну, то есть вот такой. Вот этот мне понравился вообще очень, очень, очень понравился вот этот. Ну, и этот точно такой же, но только с виду яркий. Тоже классное фото, лучшая, любимая фотография. Здесь своя, моя фотография, да? Ребенок пишет, что обо мне думают мои подруги. Вот такие. Я посчитала важным рассказать о вашем подарке. Вот такие купили мы 4 дневника. Очень понравился вот этот и вот это. Это уже однозначно для взрослых. Эти дети пока этот дневник не пойдут. А вот этот пошел бы для всех. Ну, эти, ладно, детские, они пока попользуются, чирикают все. Ну, а потом можно типа такого что-то покупать. Идите в гости. Улица Мира, угол Демьяна Бедного. Остановка школа номер 2. Ракоешь. Нам есть чем вас удивить. Радио Курганинск ФМ. Только полезная реклама. Телефон 918 11 21 88 и 4. Они буковки и что? А сами разбегаются, не надо так лопать. Че? Все, я исполнил свое желание? А, ты? Рюкзак у тебя как будто в школу опять.
смотри. Вот интересный у нас ребенок. Зашел в кафе, увидал аквариум. Его ничего не интересует. Его интересуют муравьи и ракушки. Пошел наблюдать, даже за столом сидеть не хочет, хочет наблюдать за ракушками. Вообще интересный такой. Забрали Снежану с тренировки. Она вообще не ожидала, что мы приехали таким коллективом за ней. Она так хотела, чтобы мы сняли ее на тренировке. Иван и так там показали, что пришел, приоткрыл сам дверцу. Тренер этого, если честно, очень не любит. И немножечко снял. Ну, там другие дети, они там ноги качали. Иван уже туда заходить не стал. На акробатике она сегодня была с 10 утра до 3 дня. Но ее ждал огромный сюрприз. Во-первых, такой коллектив приехали, все девочки, еще и Ваня с нами. Мы приехали для того, чтобы им организовать сюрприз. Мы очень долго думали, как же подарить им подарки, которые подарила наша подписчица, которая побудила нас купить им для секретиков дневники разные. И мы девочек пригласили в кафе. Папа нам устроил небольшой банкет, все заказал нам, и вот мы сидим, мы даже не знают, дети даже не знают, что там папа им заказал. Ну, сладости, потому что только были из-за стола мороженое, пирожное, коктейли. Поэтому сидим, ждем. Вот начали уже мороженое приносить, общаемся. Очень много было народу, сейчас немножечко разошлось. Дети чувствуют такую интригу. Дети до последнего не знали, куда едут девочки. И уже мы перед этим заезжали с Иваном в Албарис, там для Вани подарок получили. Об этом позже расскажем в следующем видео. Но тогда настроение у всех поднялось. Думают, ну куда же мы едем? Они, если честно, думали, что мы, может быть, к психологам едем или еще куда-то. И когда им объявили, что мы, оказывается, едем в кафе, у всех поднялось настроение. Ну вот едят, кушают мороженое, потихонечку ведем беседу. И пока еще никто не подозревает, что сейчас мы будем им вручать подарки. Интересные подарки, в принципе, которые должны все девочки быть рады. Мы даже сами еще не знаем, как же они отреагируют. Вообще смотрю на своих детей, на девочек смотрю. Какие они у меня все хорошие. У нас с папой. Василиса уже дочь взрослая стала, Ванечка, Ульяна. Такая вся уже подросток стала. А вообще здорово, что девочек еще можно вот так свободно снимать. Снежана с Анюткой, они вообще готовы. Они даже в этот раз мукбанг мы сами снимем. Ну, конечно, но сидели, так важно сидели. Ульяна с Василисой пока не против, чтобы их снимали. Но мальчишек уже реже удается уговорить за такими мероприятиями разными. Поэтому мальчишек мы вообще в принципе не уговариваем. У нас нету такого дома, чтобы мы говорили, ну давайте, пожалуйста. Предложили, согласились, да. Сразу все обговаривается у нас еще дома, если что-то хотим снимать. Предложили не снимать, вот девочкам сказали, будем снимать, вообще без проблем. Хорошо. Поэтому девчонки себя чувствуют свободно, спокойно и нету никаких напряжений. Но начался важный момент, о котором вообще никто не подозревал. Я им сейчас говорю, что их ждет сюрприз, и сюрприз будет начинаться с маленьких девочек, с того края, потому что Ульяне будем последний дарить подарок. То есть идет сначала эмоции Снежаны. Смотрите, смотрите, она ведь давно уже ходит с записной книжкой. Она смотрит, она еще не поймет. Ну-ка, 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 ну-ка. Да ты моя Вау! Вау! Плохо, что в зале играет музыка, и нельзя это все заснять. Ее эмоции, вот каждого ребенка. Смотрите, Анютка, щечки раскраснелись, улыбка до ушей. Ты моя хорошая, как она рада, вообще все рады. Василиса такая тоже смотрит.
как я ей рекламирую ее записной блокнот. Интересно, когда я показала ей, что там секретики, она на меня смотрит и говорит: мама, у меня нет секретов. Я говорю: дочь, ну появятся когда-то, появятся и запишешь. То есть она не знает, что в такой блокнот писать. Но ничего, с ним же можно дружить долгое время. А теперь я Ульяне показываю ее. Я стала показывать на камеру, а Анютка схватить хотела. Доча, Ульяна, смотрите, какие у нее эмоции. Она счастлива. Она настолько любит такие книги, дневники, личные записи. Она всегда ведет. У нее, по-моему, уже 2 таких дневника, а 1 она даже из тетради сделала. Она просто счастлива. Мы ей рассказали, и она прям в восторге. Видно, что угодили на 100%. Довольная. Все. Василиса пошла свой листать, показывает наклейки. То есть все стали разглядывать. Спасибо, Ульяна, счастлива. Говорит, очень, очень счастлива. Девчонки очень рада. Спасибо за такие подарки, которые нашим дочкам очень сильно понравились. Мы тоже с Иваном очень рады, что угодили девочкам, что удалось нам, мы размышляли, как же можно подарить, как сделать это приятно, как это сделать где-то незабываемо, чтобы им когда-то это вспомнилось. Ну, наверное, наш сюрприз удался. Здорово, девочки. Ну все, теперь поглотились своими записями. Они теперь, это уже озвучиваю я после этого, как все понимают, они сейчас бегают без конца с этими записями. Все пишут, пишут и пишут. Анюта много вопросов задает. Снежана, даже Ульяна прибегает и спрашивает некоторые слова. Но главное, чтобы Ульяна все 3 тома этих не заполнила за сегодняшний вечер. Ну, конечно, нет. Всему нужно свое время. Такой сегодня день у нас был. Так хорошо мы провели время с детьми, с девчонками. Вообще отдохнули очень хорошо. Наобщались, спокойно посидели, без спешки. Девочки почти ничего не съели, все оставили. Да не в этом дело. Дело в том, что это было и было для них. Лично для них. Да, вот мы вышли из кафе, и папа начал их всех фотографировать. И сейчас съемки, которые сегодня папа делал, фотографии, в конце видео как раз будут. You're a different kind of beautiful. Run my hand through your hair in the morning. It's unusual. The way your skin glows on the pillow, I can't get enough of you. Every day's a honeymoon. Let me show you. I'll pull you closer. I just wanna stay in love with you. I don't wanna fall for someone new. 'Cause baby, you're my sunshine, my treasure. Just keeps getting better. Baby, you're so irresistible. Dancing in the kitchen, crying in my arms, fighting in the car, making up and kissing. I love every shade of you. Every moment feels brand new. Let me hold you when you all over. I just wanna stay in love with you. I don't wanna fall for someone new. 'Cause baby, you're my sunshine, my treasure. Just keeps getting